Привет! Вот уже и ноябрь. Очень быстро проходят месяцы, я замечаю их смену только благодаря тому, что делаю вот так вот каждый месяц оформление и говорю вам: привет, ну что, уже сентябрь, привет, ну что, уже октябрь, привет, ну что, уже ноябрь. Это сумасшествие, конечно. Хотя, ладно, сумасшествие — это, по-моему, моя озвучка. У меня снова куча энергии, так что снова буду болтать. В общем, я хотела сделать ноябрь черным. Я вот уже настроилась, купила кучу черной бумаги, и вы увидите, что дальше произошло. Я просто не смогла игнорировать то, что я люблю мишек, что они такие коричневые, что они как раз подходят под ноябрьскую тему. И еще у меня как специально оказался маникюр с такими же мишками, но я попозже покажу. А сейчас будет момент, без которого по ходу оформления это не оформление. Господи, кошка! Это, если что, не только что говорила, а в моменте, пока снимала оформление. Кошка, как обычно, ходит прям по ежедневнику, потому что она самое главное, она принцессочка, и ей можно ходить везде, где только она вообще хочет. Ну а я тем временем решила, что буду оформлять главный разворот месяца в черно-коричнево-белых тонах. Почему у меня тут кусочки хлеба и булочки? Вот даже не спрашивайте, мне показалось, что почему-то это будет в тему именно здесь. Хотя за время оформления этого разворота у меня просто миллион раз мысли поменялись, и вот сейчас я решила, что нет, не будет этот разворот белым, я хочу полностью его зарисовать каким-то цветом. Я хочу, чтобы был он более осенним, более оранжевым, и вот что я делаю. Очень сильно сомневалась, испортила я разворот или нет, но потом подошел Ваня и такой: ничего себе, как красиво. И я думаю, ну, Ваня сказал, значит красиво. Ой! Ну и пришел не просто так, а принес вкусняшку и чай, и мое настроение вот еще более осенним стало. Ну вы посмотрите на это. Раскрылся. Так, там сейчас происходит закадровый кусь. Боже, я всегда так ем вкусняшки. Ладно, продолжаем. Еще немного рисунков, еще немного элементов из крафтовой бумаги, и вот что получилось. На этом развороте у меня уже начинается список дел. В последние месяцы я по-разному пробовала его вести. У меня были и окошки на каждый день, и просто большие окошки на все дела сразу же. Лично для меня пока что свои плюсы и минусы есть у каждого типа. Кстати, вот мой тот самый маникюр с мишками. Про плюсы и минусы. Если это окошки на каждый день, то это как-то больше помогает быть продуктивной. Ну, потому что не хочется позволять себе пропускать какие-то дни, оставлять окошки пустыми, хочется заполнить все. Ну и это, соответственно, для меня как будто бы лишний напряг. То есть зачем так серьезно относиться к выполнению своих дел, если можно заработать невротичное состояние благодаря этому? Конечно, у всех это по-разному происходит, но у меня дела могут кочевать с одного дня в другой, и ничего страшного при этом не будет, но пустые окошки будут напрягать все равно. В общем списке дел, которые я сделала слева, такой проблемы не будет, но иногда все-таки хочется расписать дела на конкретный день, и для этого нужна правая часть разворота. В момент, пока я делала развороты, Ваня напечатал мне мишек на 3D принтере. Смотрите, какие милые будут стоять тут у меня на столе. Первый — это подставка для телефона, а второй — просто мишка с книгой. Все получилось в тему, кстати, вообще случайно. Для оформления этого разворота я заранее подготовила картинки на крафтовой бумаге, маленькие рисуночки, вырезала их и буду использовать, ну, типа как наклейки. Снова тут будут окошки для списков дел на каждый день и одно большое окошко для большого списка дел. Давай, кыш. Да, снова пришла кошка, и вот так я ее прогоняю. Такая важная, серьезная и строгая мамочка. Прошлый разворот был желтеньким, и хотя я считаю этот цвет осенним, получилось как-то все равно более по-летнему, что ли. А хотелось-то все-таки осень, так что этот разворот сделала в зеленых тонах и в коричневых. Не уверена,
уверена, что все дела ноября поместятся на 2 предыдущих разворота, но если что, я потом доделаю еще странички. А пока хочу записать самые понравившиеся мне аффирмации. Была недавно у психотерапевта, она сказала, что это помогает, так что я решила ей поверить и проверить. Привет! Хотела бы я закончить это видео так же, как я делала в прошлых, вся такая энергичная, вдохновленная и передающая все эти ощущения вам, наверное, не знаю, я так себя вижу обычно в конце видео. Но нет, я заболела в этот раз, так что вот она я, без косметоса, с салфеткой в руках, потому что у меня постоянно течет нос. Ну и надеюсь, эти штуки я вам не передам через экран. Ну не, у вас все будет хорошо. Ссылки на соцсети, телеграм-канал, инста, что-то, как обычно, в описании к этому видео. До встречи в следующем. Пока. Не болейте.